Всем привет! Это видеоинструкция, гайд по прошивке Android TV бокса Vantar X3. Для тех, кто не знает, что это вообще такое. Это такое устройство на базе операционной системы Android, которое подключается к любому источнику вывода изображения, чаще всего к телевизору, и предоставляет функционал Android TV, если он у вас недоступен, или же возможности вашего встроенного Android TV не устраивают вас по какой-либо причине. Производительность функционала, может быть устаревшая версия и так далее. То есть простым языком, это устройство подключается к телевизору, и вы можете пользоваться интернетом, управляя Android системой посредством пульта дистанционного управления. То есть как на телевизоре. Думаю, понятно. Чаще всего это устройство устанавливают для того, чтобы избавиться от глупости в виде провайдерского IPTV телевидения. В принципе, от телевидения в целом нужно избавляться. И безболезненно пользоваться любыми приложениями и сервисами, доступными в Google Play. То есть ваш телевизор или любое иное устройство вывода, монитор, все что угодно, превращается в Android устройство с небольшими логическими ограничениями. Для чего это устройство перепрошивается? Здесь в зависимости от пользовательских требований, для обновления ПО, для установки кастомной сборки с расширенным функционалом или иных видов операционных систем. Сюда в том числе можно подкинуть сборку Linux, если у вас есть такая необходимость, и изменить спектр пользования данным устройством в сторону уже больше как мини-компьютера. По сути, любое Android устройство является мини-компьютером. В общем, если озвученной информации вам недостаточно, можете погуглить. Для прошивки потребуется USB клавиатура, microSD флеш-карта, любой вид картридера или же адаптера под microSD флешку, с помощью которого она будет инсталлироваться в лэптоп, в ноутбук или иной вид персонального компьютера. Что ж, инсталируем флешку в ПК и начинаем. В первую очередь необходимо сделать дамп eMMC памяти, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, всегда иметь опцию по возврату устройства в первоначальное рабочее состояние. Гуглим Balena Etcher, переходим на официальный сайт, выбираем версию, подходящую для вашей операционной системы, кликаем Download, скачиваем. А также скачиваем образ инсталляционной микросистемы CADAS Rescue или просто Rescue. Можно с официального сайта или же с GitHub. И там можно ознакомиться с тем, что это такое, и найти актуальную версию. Итак, в сумме мы скачали два файла. Запускаем Balena Etcher, кликаем Flash файл, выбираем директорию, в которой лежит образ Rescue, и сам файл образа соответственно. Переходим к выбору целевого устройства, то есть нашей microSD флеш-карты, и кликаем Flash. Дожидаемся окончания процесса записи и валидации. Закрываем окно программы и извлекаем флеш-карту из компьютера. Идем к TV-боксу, отключаем шнур питания, вставляем нашу microSD флешку и подключаем шнур питания. В USB 3.0 подключаем USB клавиатуру. Включаем TV Box, переходим в Play Market и набираем в поиске Android Terminal Emulator. Выбираем Shell Terminal Emulator, кликаем «Установить», дожидаемся окончания процесса инсталляции, запускаем, даем запрашиваемое разрешение и вводим в терминале команду Reboot Update. Кликаем Done на виртуальной клавиатуре или Enter на мануальной. В открывшемся CADAS меню с помощью стрелок на клавиатуре переходим к четвертому пункту Image Dump from eMMC. Нажимаем Enter. В окне подготовки к дампу также нажимаем Enter, после чего начинается процесс считывания и записи eMMC дампа на вставленную microSD. Процесс займет минут 20 и не требует вашего участия. Вы в это время можете поставить лайк этому видео и выбрать для просмотра какое-нибудь другое видео на моем канале. По окончании процесса выведется инфоокно, нажимаем Enter. И в CADAS меню переходим к пункту B Reboot Power Off Safe. Нажимаем Enter снова. Стрелкой вправо выбираем опцию Power Off и нажимаем Enter. TV-бокс выключился, и мы можем достать нашу microSD флеш-карту с готовым дампом eMMC. Вставляем эту флешку в компьютер, открываем раздел Dump
и скидываем 5-гигабайтный дамп файл на компьютер. Далее для удаления раздела флеш-карты переходим в Disk Management и поочередно удаляем оба раздела microSD и флеш-карты. Я здесь один уже удалил, раньше чем записал это на видео. Далее запускаем создание нового единого раздела. Оставляем все настройки по умолчанию. Единственное, что можно отключить, это быстрое форматирование, но это не обязательно. Новый раздел успешно создан и отформатирован. На данном этапе у нас дамп создан и сохранен, а флешка готова к дальнейшим манипуляциям. Гуглим iMlogic Burn Card Maker для создания загрузочных SD-карт, но уже с образом прошивки. Актуальную прошивку найдете сами, у меня она уже скачана с XDA. Распаковываем архив с ABCM, в котором должно быть 4 файла. И сюда же распаковываем архив с образом прошивки. Исходный архив удаляем. Далее запускаем iMlogic Burn Card Maker. Если окно программы содержит некорректные символы, открываем вкладку меню в хедере, выбираем второй пункт, в открывшемся окне заполняем чекбокс English Version, кликаем ОК и перезагружаем программу методом ее закрытия и повторного запуска. Локализация перенастроена. В дропдауне Choose Disk выбираем порт с microSD флешкой. Заполняем чекбоксы To Partition and Format, Erase Bootloader, Erase Flash in Normal Mode и чекбоксы Reboot. Выбираем файл образа прошивки и кликаем Make. Подтверждаем свое понимание о начале процесса форматирования. Оставляем все настройки по умолчанию. Подтверждаем свое понимание о удалении всех данных в процессе форматирования. По завершении процесса форматирования закрываем системное окно и дожидаемся завершения процесса записи образа на флеш-карту. В инфо-окне о успешном завершении процесса кликаем ОК и закрываем окно программы. Открываем флеш-карту с записанным образом и проверяем, что на ней присутствуют 3 файла. После чего извлекаем флешку из компьютера, идем к TV-боксу, отключаем питание, вставляем флеш-карту, подключаем USB-клавиатуру, подключаем питание и запускаем TV-бокс. Открываем терминал и снова вводим команду Reboot Update. Далее начинается процесс установки прошивки, по завершении которого начнется первый запуск устройства с новой операционной системой. Оба этих процесса не требуют вашего участия. На этом процесс прошивки завершен, можно произвести индивидуальную настройку системы и установку софта из Play Market. По завершении всех настроек не забудьте выключить TV-бокс и извлечь microSD карту. Удачи в работе и познании новых вещей! И да, не смотрите телевидение. Будете взаимодействовать с телевизионными потоками дезинформации, будете уничтожены.